Отвалите от меня, хорош меня кусать. Вы что такие дикие-то, а? О, всем здорово, чуваки. Меня тут очень сильно кусает мошка, поэтому давайте скорее начнем этот ролик. Погнали. Но так как у нас сегодня очень жарко, мы решили немножко освежиться и попробовать сладенького, вкусненького, свежего арбузика. Но попробовать его не просто так, а залить его разными напитками. И через некоторое время достанем эти кусочки, попробуем и посмотрим, изменится ли как-то вкус арбуза, может он как-то изменится внешне. Вот что будет, неизвестно. Поэтому давайте начинать. А главным героем нашего ролика будет такой вот вкусненький, надеюсь, что арбузик. Мне кажется, что если мы опустим его в разные напитки, он станет еще вкуснее. Для каждого напитка будет своя баночка. Всего у нас будет 7 абсолютно разных напитков. Чай, молоко, сок, энергетик, квас. Как же мы могли забыть про воду? Вот что будет, если мы оставим арбуз на сутки в воде? Вот вы знаете? Напишите в комментариях, если знаете, потому что я вот вообще понятия не имею. Ну что, нам осталось разлить все это по баночкам и приступать уже к арбузику. Но для начала давайте выльем воду, потому что вода вот самая большая, она мешается на столе. Достаточно. Приступаем теперь к напиткам. Как красиво. Так, следующий энергетик. Возьмем сок. Где нож? Давайте отпилим теперь пачку. Да, мы тупые, мы взяли нож для хлеба. Пойдет. Ах, да куда? Как вы думаете, где будет арбуз вкуснее всего? Я думаю, в молоке. Хотя кто его знает вообще? Не, ну молочные коктейли же делают из арбуза, правильно? Так, мне кажется, наш чай будет похож на энергетик. По-моему, одно и то же. И самое главное на сегодня. Поменяет ли арбуз свой вкус в Кока-Коле? Вы можете написать свои предположения в комментариях, пока мы здесь занимаемся ерундой. Ну как ерундой? Это же научный эксперимент, правильно? Вот и узнаем, в чем из этого арбуз будет вкуснее. Я специально взял сейчас маркер для того, чтобы подписать каждую банку, потому что, например, квас у нас очень похож на Кока-Колу, а энергетик очень похож на чай. Я уже чуть не запутался. Давайте подпишем. Офигенно пишет. Вода. Я думаю, энерг напишу. Это у нас сок, молоко. Это чай. Очень странная буква. У меня тут какая-то кривая. Кола. Я думаю, тут как бы и так понятно, потому что она одна осталась. Ну а теперь нам осталось нарезать этот арбуз и опустить его в эти банки. Да, мы придурки, мы взяли нож для хлеба. Но что нам мешает нарезать арбуз этим ножом? Погнали. Ставьте лайк, если вы когда-нибудь резали ножом для хлеба арбуз. А точнее не резали, а пилили его. Слушайте, отличная пила для арбуза. По-моему, очень круто. Обожаю сочные ролики. Так, ну что, сейчас нарезаем кусочки. Я думаю, несколько кубиков нарежем и каждый по кубику опустим в эти банки. Так, давайте вырежем центр. Он обычно без косточек, самый вкусненький. Вкусняшечка. Пульк. Ух ты, нифига он зашипел. 2. Молочко. Ну, сок само получилось. Слушай, арбуз почему-то до сих пор шипит в коле. Пахнет вкуснейше. Что-то здесь какой-то маленький кусочек, по-моему. Давайте 2 положим. Вот так. И воду. А возможно, вы мне не поверите, но сейчас начинается самое сложное. Что вот это такое? Кто-нибудь из вас знает? Я лично не знаю. Что? Как? Что вообще? Я знаю, что оно для банок. Это называется, по-моему, закрутка, закручивалка, запаковывалка для банок. Что это такое вообще? Мы с Лехой тупанули и купили банки, у которых не закручиваются крышки, а вот таким способом как-то это вот они запаковываются. Так, давайте возьмем на примере водички, попробуем. Так. Я не имею понятия вообще, как это делается. Почему она не по размеру? А нет, по размеру. Оса, отойди. Я, кажись, понял. Походу работает. Ну-ка, давай пробуем. Я ее запечатал, ребята, охренеть. Давайте запакуем остальные банки. А это увлекательно, я вам скажу. Рука устала. Респект всем, кто крутил банки когда-либо, кто солил огурцы, кто солил помидоры. Я вас понимаю теперь. У меня рука очень сильно устала. Мой рекорд 7 минут за 7 банок. Ну, в принципе, нормально, я думаю, для новичка. Для того, чтобы их никуда не уносить, мы просто где-нибудь спрячем их в лесу, а потом возьмем и попробуем арбуз, который находится внутри. Мне уже очень интересно, но давайте подождем чуть-чуть. А для вас это будет всего лишь секунда. Ребята, мы уже на новом месте, и сегодня у нас дегустировать арбуз будет Леха. Прошло ровно 24 часа, и наши баночки готовы. А самое главное, что нужно сделать Лехе, это закрыть глаза и закрыть свой нос, чтобы он не чувствовал запаха и не видел, какой арбуз из какого напитка он будет кушать. Ну что, Лех, ты готов? Одевай повязку.
Леха, это ужин под открытым небом. Сейчас открываем все крышечки. Так, ну что, ты готов? Да. Закрывай нос. Так, что же мы дадим первое? Открывай рот. Можешь убирать сейчас нос. Что это такое? Вкуса почти вообще не чувствуется. Чисто арбуз. Но нет вот этой водянистости. Я думаю, что если бы это была вода, чуть-чуть бы арбуз был бы менее сладкий. Поэтому остается предположить, что это чай. Нет, Леха, это не чай. В общем, Леха, ты посмотришь потом ролик и узнаешь, какой был настоящий напиток. Давай следующее. Давай. Открывай рот. О, это точно чай. Это было очень сложно, если, конечно, я угадал. Но прям похоже на чай. А почему похоже на чай? Сначала укусил, и вот чисто арбуз, я такой думаю, блин, я вообще ничего не угадаю. Но в конце как будто вот, когда я раскусил, сок потек, и вот как будто прям с чаем. Давай, закрывай нос. Танцуем, танцуем все! Раз, два, три. Это 100% я знаю что. Она газированная. Подожди, арбуз газированный? Да, он немножко так, язычок почпал, совсем чуть-чуть, но очень четкий вкус энергетика. Это 100% энергетика. Давай, сейчас будет посложнее. Открывай рот. Невкусно или что? Не очень вкусно, я не понимаю почему. На вкус как будто вот не спелый арбуз вообще. То есть без вкуса вообще и очень водянистый. Я ставлю на то, что это вода. Так, ладно, хорошо, пускай будет вода. Так, открывай рот. Что такое, Леха? Это арбуз в скисшем квасе. Это отвратительно. Так, ладно, давай следующее. Тяжело? Угу. Нет никакого вкуса совершенно. Опять водянистая. Это не может быть снова быть вода или опять чай. Что? Какой твой ответ? Там, где я говорил вода, я думаю, что было молоко. И поэтому сейчас я снова, наверное, скажу, что это была вода. Ну, то есть в прошлый раз было молоко, а сейчас вода, да? Предположу так. Хорошо. Потому что вот там, где была первый раз вода, там арбуз был чуть-чуть другой консистенции. Ам? Чего мне так лицо поменялось? На вкус не очень вкусно, но лучше, чем энергетик, тоже немножечко газированный, поэтому это Кока-Кола. Снимай, Лех, повязку. Так, ну чё, ты практически, ну как сказать, наверное, большую часть все-таки угадал. Не скажу что, потом сам посмотришь. Зрители уже все видели. Ну, в целом, слушай, ну, молоко и воду ты все-таки спутал. Вот все-таки молоко было, когда я, да? Да. На первый раз сказал воду, да. Я почувствовал, но, блин, вкуса молока не было. Я вообще подумал, как можно молоко и воду спутать? Это же вообще прям разные вещи. Это единственное, вот что по консистенции было вообще другое. Но еще скажу, что ты сок не угадал. Очень странно, конечно. Я думал, угадает сок вообще по-любому. Но оказалось, что нет. Ну а как вы думаете, получилось бы у вас отгадать кусочки арбуза в разных напитках или нет? Напишите обязательно в комментариях. Ну а у Лехи получилось отгадать большинство. И если вам нравятся подобные видеоролики, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь снизу на канал. Не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые интересные эксперименты. И всем пока!